Ночь была морозной, и Миранда шла по темным улицам города с потерянным выражением лица. В ее глазах читались беспокойство и усталость, которые отражали тяжелую жизнь, полную испытаний. Миранда закуталась в свое поношенное пальто в тщетной попытке согреться. «Что же мне делать, Боже?» – прошептала она про себя. «Я хочу, чтобы произошло какое-нибудь чудо». Беспокойство и страх за свое будущее сопровождали ее на каждом шагу. Ее мысли вернулись к тому, что произошло несколько минут назад на ее работе. Ее начальник, жадный человек, лишенный всякого сочувствия, поставил ее перед невозможным выбором – согласиться на резкое сокращение ее и без того мизерной зарплаты или быть уволенной. Она умоляла сохранить работу, зная, что не сможет найти ничего лучшего, но бессердечный мужчина стоял на своем. Отчаяние заставило ее согласиться на сокращение зарплаты, несмотря на то, что она знала, что едва ли сможет выжить на эту зарплату. Руки женщины ныли, а суставы горели от боли, когда она продолжала идти. Она знала, что эти симптомы были признаком того, что ее болезнь прогрессировала. Миранда страдала от запущенного артрита, который требовал дорогостоящего лечения и недоступных лекарств. Жизнь Миранды представляла собой череду печальных событий, которым, казалось, не будет конца. Примерно за 10 лет до этого, когда ей было 35 лет, ее муж Стефан стал жертвой ограбления, в результате которого он скончался. Это ужасное событие произошло как раз в тот момент, когда пара пыталась завести детей, и их мечта о создании совместной семьи была трагически прервана. Бедной женщине, у которой не было ни друзей, ни семьи, которые могли бы ее поддержать, пришлось в одиночку столкнуться с суровой реальностью. Без какой-либо финансовой поддержки Миранде приходилось обходиться тем, что было в ее силах. Не имея образования и практически не имея выбора, она в конце концов устроилась продавщицей в магазине одежды. Эта работа, длившаяся почти 7 лет, была ее единственным источником дохода, хотя эксплуатация ее босса была очевидна. Когда она приближалась к своему дому той холодной ночью, ее мысли были в смятении, наполненные беспокойством. Однако прямо у нее на глазах произошло то, чего она никак не ожидала. Когда она открыла ржавую калитку и вошла в свой двор, ее парализовало неожиданное зрелище. Маленькая девочка лет 10 лежала на холодном полу, дрожа от холода. Ее одежда была порвана и испачкана, а волосы растрепаны. Миранда тут же сняла свое поношенное пальто и накинула его на девочку. «Привет, милая, с тобой все в порядке?» – обеспокоенно спросила она, но ответом было молчание. Затем Миранда осторожно отнесла девочку в свой дом и положила на кровать, накрыв всеми одеялами, которые у нее были. Женщина заварила горячий чай, а также приготовила буханку хлеба с маслом. Это было все, что она могла предложить. Она осторожно разбудила маленькую девочку, которая к тому времени уже согрелась, и сказала: «Смотри, милая, я принесла тебе теплого чая и хлеба. Покушай, чтобы согреться». Маленькая девочка, все еще слабая, как только увидела хлеб, быстро съела его. Миранда заметила, что в животе у девочки заурчало от голода. «Ты, наверное, очень голодная, не так ли? Если хочешь, у меня есть еще хлеб», — сказала она, стараясь быть доброй. Маленькая девочка ответила: «Тебе тоже нужно поесть». Однако Миранда отказалась, хотя тоже умирала с голоду, и сказав, что поела на работе. Это была практически последняя еда, которой ей должно было хватить на несколько дней. Однако сейчас ее единственной заботой была маленькая девочка. Через некоторое время девочка пришла в себя и начала рассказывать свою историю. Она сказала, что ее зовут Джуди, и объяснила, что живет на улице одна, без семьи. У продавщицы защемило сердце, когда она это услышала. Далее она рассказала, что искала теплое место, где можно было бы укрыться от холода. По ее словам, в конце концов, она перепрыгнула через забор и оказалась в доме Миранды.
Но холод был настолько сильным, что она потеряла сознание прямо там, не успев дойти до двери. Если бы Миранда не подоспела вовремя, девочка, вероятно, умерла бы прямо там, на холодной земле. «Не волнуйся, милая. Здесь тебе тепло и безопасно. Ты можешь поспать здесь, в спальне, хорошо?» — сказала Миранда, укладывая девочку в кроватку и укрывая ее одеялом. Женщина уложила малышку в постель и пошла в гостиную, чтобы поспать на диване. Она попыталась утолить голод глотком воды, а затем улеглась спать. Когда она легла, ее голова была полна мыслей. Она представила, каково это — иметь дочь, что если бы она забеременела до смерти Стефана, ее маленькой девочке было бы примерно столько же лет, сколько и Джуди. Но ее охватило новое чувство. Впервые за долгое время Миранда почувствовала себя счастливой, как будто ее дом был полон радости. Несмотря на то, что у нее была только одна кровать, и она спала на диване, одиночество, мучившее ее, исчезло. Присутствие маленькой девочки пролило новый свет на жизнь этой женщины. В течение следующих нескольких дней девочка оставалась у нее дома, и продавщица находила большую радость в ее обществе. Они говорили обо всем на свете, делились историями и даже спали вместе на маленькой односпальной кровати. Миранда купила ей кое-какую одежду, и с течением времени она начала воспринимать девочку как дочь. Связь между ними крепла, заполняя пустоту, которая существовала в сердце этой бедной женщины. Однако начало происходить нечто странное. Боли в суставах Миранды, вызванные артритом, начали уменьшаться. Она была удивлена улучшением своего состояния, так как не получала никакого специального лечения. Еще одна загадочная вещь, которая произошла, была связана с продуктами питания. Когда маленькая девочка просила что-нибудь, Миранда отвечала, что она купит еду на следующий день. Она, честно говоря, не знала, сможет ли себе это позволить, так как получала мало денег. Но когда она открывала холодильник, там всегда была буханка хлеба. Однажды Миранда решила сделать особый жест по отношению к маленькой девочке и купила ей куклу. Когда она подарила ее девочке, та была вне себя от радости и сказала: «Огромное спасибо. Я бы хотела, чтобы ты была моей настоящей мамой». Женщина была в восторге, и слезы радости навернулись на ее глаза. Это было все, что она когда-либо хотела услышать. Однако необъяснимое продолжало происходить. Ей предложили новую работу в другом магазине одежды, где предлагали достойную зарплату. Миранда была ошеломлена количеством невероятных событий, которые происходили в ее жизни. Она очень привязалась к маленькой девочке и любила их прогулки в парке и пикники. Она как будто жила жизнью, о которой всегда мечтала. После работы Миранда всегда спешила домой, желая скорее увидеть Джуди, которая стала светом в ее жизни. В тот день она с улыбкой открыла дверь, но ее ждал ужасный сюрприз. Маленькой девочки там не было. Миранду охватила паника, и она начала лихорадочно искать девочку повсюду. Отчаявшись, женщина побежала в небольшой продуктовый магазин напротив своего дома, где была камера видеонаблюдения, которая фиксировала вход в ее дом. Она умоляла владельца заведения проверить записи с камер наблюдения в надежде найти какой-нибудь ключ к разгадке местонахождения Джуди. Мужчина решил помочь ей, поэтому она начала просматривать все записи. Но там ничего не было. Миранда была потрясена. Ни на одном из кадров не было видно присутствия маленькой девочки. Каждый раз, когда Миранда уходила из дома или возвращалась, она была одна. Даже во время прогулок в парке и пикников, которые они устраивали вместе, маленькой девочки не было на кадрах. Казалось, что ее там никогда и не было. «Это невозможно. Где она?» – пробормотала Миранда, сбитая с толку. Недоверие сжало ее сердце, когда она просмотрела видеозапись первого дня, когда маленькая девочка появилась в ее дворе. В ту ночь никто не перепрыгивал через ворота. И вот так, ничего не поняв, Миранда вернулась домой. Она не могла поверить, что всегда была одна. «Что это значит? Я сошла с ума? Как это произошло?» – шептала женщина. Однако, как только она переступила порог своего дома, Джуди таинственным образом поджидала ее.
Миранда упала на колени, ничего не понимая. Маленькая девочка медленно приблизилась к Миранде и сказала: «Ты просила о чуде, и чудо пришло к тебе, Миранда». Женщина заплакала. В некотором смысле она всегда знала, что события в ее жизни были слишком невероятными, чтобы быть просто так. В любящем жесте Джуди обняла женщину, которая заботилась о ней, окутав ее успокаивающим теплом, а затем ушла. Именно в этот момент Миранда заметила нечто необычное. За спиной у девочки было что-то похожее на ангельские крылья, такие блестящие, почти прозрачные. Этот момент подарил ей огромное чувство покоя и защищенности. Затем, улыбаясь женщине, маленькая девочка начала постепенно исчезать, словно бесплотная фигура, растворяющаяся в утреннем тумане. Миранда со слезами на глазах наблюдала, как маленькая девочка исчезла, оставив после себя только воспоминания о своем присутствии. Она плакала слезами восхищения и благодарила небеса за это чудо, которое невообразимым образом изменило ее жизнь. С этого дня жизнь этой простой продавщицы начала меняться. Благодаря своей новой работе она смогла улучшить свою жизнь и свой дом. Холодильник всегда был полон еды, и ей больше не нужно было беспокоиться о том, чтобы расплатиться с долгами. Со временем Миранда решила, что хочет поделиться любовью и радостью, которые она обрела в своей жизни, с другим ребенком. Она хотела снова называться матерью и придать смысл своей жизни. Она удочерила маленькую девочку, предложив ей ту любовь и поддержку, которые сама получала от Джуди. Женщина стала преданной и любящей матерью, создав для своей маленькой девочки дом, полный любви и привязанности. Теперь Миранда жила счастливой жизнью, полной надежд и благодарности. Она навсегда запомнила тот день, когда Джуди, ангел, посланный с небес, появился в ее жизни и все изменил. Дорогие зрители, что вы думаете об этой истории? Расскажите, пожалуйста, в комментариях. А если вам понравилось это видео, то ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал. До свидания.